Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Софья Даринская, президент Международного бюро по правам человека в сфере душевного здоровья и руководитель Центра медицинского информирования Софьи Даринской. Сегодня в этом видео я бы хотела передать послание нашим российским учителям. К сожалению, уже буквально каждую неделю, так или иначе, мы получаем сообщение, что учителя принуждают родителей, чтобы они со своими детьми уходили на психиатрические освидетельствования по причине того, что дети не усваивают школьную программу. И этим видео я бы хотела обратиться к российским учителям, которые так делают. Наше расследование показало, и вот те родители и общественные организации, не мы одни этим занимаемся, и родительские комитеты России, потому что мы с ними активно общаемся, показали, что не существует никаких нормативных актов, которые позволили бы учителям настаивать на психиатрическом освидетельствовании ребенка. Уважаемые учителя, любое насильственное направление или принуждение человека к психиатрическому освидетельствованию является уголовно наказуемым деянием. У нас есть информация из Твери, что в одной из школ на родителей оказывается давление под угрозой отнятия у них детей с помощью ювенальной юстиции, если старшая девочка не пройдет психиатрическое освидетельствование. Уважаемые родители, если с вами происходит, если учителя ваших детей так или иначе принуждают проходить ваших детей психиатрическое освидетельствование, знайте, что это уголовно наказуемое деяние. И я вас призываю записывать такие речи директоров, учителей, завучей и идти с ними в прокуратуру, потому что это уголовное действие. Уважаемые учителя, давайте я вам расскажу, какую судьбу вы готовите для тех учеников, которых вы не можете научить. Психиатрическое освидетельствование влечет за собой постановку психиатрического диагноза. Психиатрический диагноз автоматически поражает человека в гражданских правах. Вы должны прекрасно понимать, что вследствие нежелания ли помогать этому ребенку, вследствие каких-то конфликтных ситуаций ли, вследствие вашей лени, извините, ли. Но вы должны понимать, что вы толкаете этого ребенка просто на обочину жизни и пытаетесь способствовать разрушению жизни этого ребенка. После того, как ребенку будет поставлен психиатрический диагноз, ребенку будут недоступны огромное количество специальностей. На человеке будет действительно стоять клеймо на всю оставшуюся жизнь, которое в дальнейшем ему не позволит получить работу, такую, например, как вождение, как права на вождение машины. Это может очень сильно повредить созданию семьи, потому что человек с психиатрическим диагнозом, если он, например, никому не говорил, то брак может быть расторгнут и признан недействительным. Это может в дальнейшем быть поводом для махинаций с недвижимостью такого человека и так далее. И самое страшное, что психиатрический диагноз обычно влечет за собой назначение человеку, ребенку, изменяющих сознание препаратов, которые являются синтетическими легальными наркотиками. То есть, по сути, толкая и принуждая ребенка к психиатрическому освидетельствованию, вы являетесь пособниками легальных
наркоторговцев. Я хочу, чтобы вы очень четко, без каких-либо оговорок и без каких-либо оправданий, абсолютно четко понимали, чем вы занимаетесь, когда вы вместо того, чтобы изучать и, так сказать, корректировать школьную программу, вместо того, чтобы не давать своим ученикам дурацких заданий типа «нарисуй мир глазами кузнечика», вместо того, чтобы не развивать конфликтные ситуации в классе и не поощрять разделение детей на успевающих и на неуспевающих, еще 20 лет назад вы прекрасно учили всех учеников и по 15 раз всем объясняли. И вот я, человек в 90-м году, закончивший школу, у нас были троечники, которых вытянули, и эти люди поступили в институт и закончили его с красным дипломом. То есть вы умеете учить детей. Просто психологи и психиатры вам рассказали, что есть необучаемые дети, а вы каким-то волшебным образом решили, что это правда, забыв всю историю педагогики, забыв, что в начале 20 века, во времена ликвидации всеобщей безграмотности, учили читать и писать даже 50-летних на тот момент бабушек, которые вообще в жизни ни одной буквы никогда не знали. Вы почему-то предпочли это забыть. И сейчас вы занимаетесь тем, что, отказываясь обучать детей, не желая решать проблемы семей, не желая помогать детям осваивать школьную программу, вы занимаетесь пособничеством легальным наркоторговцам, а также принуждая насильно или шантажом, что ребенку там что-то не будет, или вы наябедничаете в социальные службы, потому что семья бедная. Нормальные люди, но они бедные. И вы наябедничаете в социальные службы и отнимут детей, и придет ювенальная юстиция. Вот таким вот шантажом вы принуждаете детей проходить психиатрическое освидетельствование. Это является уголовным преступлением. Вы должны прекрасно понимать, что жизнь сейчас тяжелая, и если тем более семья имеет недостаток средств, скорее всего, дети, которые находятся в этой семье, они голодают, они голодные. Извините, в школах их достаточно не кормят. Витаминно-минеральные дефициты такие, что вот я уже говорила, что мы обнаруживаем дефицитарные состояния времен Второй мировой войны. И вы прекрасно понимаете, что голодный человек не может нормально усваивать обучающий материал. Ну так просто не бывает. И вместо того, чтобы разобраться в ситуации, как-то помочь людям и как-то родителям помочь и так далее, родители сейчас вынуждены тоже там, не знаю, по 20 часов в сутки работать, чтобы как-то обеспечить своих детей, вы вот такими вот вещами занимаетесь. Честь и хвала тем, кто этим не занимается, но сегодня я хочу обратиться к тем учителям, которые этим занимаются. Так вот, если вы мне будете рассказывать, как вам сложно, как вам трудно, и эти такие дети, и ничего не понимающие родители, я могу сказать вам одно. Ни один человек, который способствовал разрушению жизни другого человека, а я еще раз говорю, что психиатрия не делает ничего, кроме как разрушает жизнь человека, накачивая его легальными наркотиками, клеймя его сумасшедшим и поражая в гражданских правах. Так вот, ни один человек, который занимался пособничеством разрушению жизни человека, хорошо не кончил. Поверьте мне, я 21 год являюсь психиатром. Я столько историй знаю, и я не знаю ни одного психиатра, которому бы сошло с рук то, что он психиатр. Я не знаю ни одного человека, который бы направлял своего родственника в психушку, чтобы завладеть квартирой, и ему это никак не вышло боком в его жизни. Вот, уважаемые учителя, вот есть такое выражение: не гневите Бога. Это все вернется вам. Это все вернется вам. Это все вернется болезнями.
Это все вернется наркоманией ваших детей. Это все вернется вашими собственными разрушенными жизнями и семьями. Потому что такова жизнь. И как бы вам тяжело ни было, поверьте мне, сейчас тяжело всем. И тяжело этим детям, у которых, извините, совершенно маразматические учебники подчас. То, что мы видим сейчас, это просто уму непостижимо, как это вообще, какой придурок пишет иногда эти учебники. И тяжело детям, и тяжело родителям, и тяжело вам. Но не опускайтесь до преступлений, не опускайтесь. Выйдет боком, выйдет, и выйдет боком даже не просто тем, что, может быть, вас осудят, и, может быть, родители запишут скрыто и отнесут в прокуратуру эти заявления. Это выйдет боком вам как людям, потому что вы должны четко осознавать, отказываясь выполнять свой долг учителя и толкая ребенка в преисподнюю психиатрии, следующими вы пойдете туда сами. С вами была Софья Даринская. Всего доброго, до свидания. We used to be a nation that would try to educate kids, but now we focus on ways to medicate kids. We label them as victims and addict them to toxic chemicals that trick them into thinking we somehow fixed them for life. But in reality, it's medical insanity, a chemical calamity, scientific profanity. And it's a horrible mistake that never had to be. Modern psychiatry is guilty of crimes against humanity.